С именем Аллаха Милостивого Милосердного, я хотел бы выразить глубокую благодарность господину президенту и французскому народу за их теплый прием сирийских беженцев в годы прошедшей войны. Мы высоко ценим их гостеприимство и великодушие, которыми были окружены сирийцы. Позвольте мне поблагодарить президента Макрона за его великодушное приглашение и радушный прием. Эта поездка не просто дипломатический визит, это момент признания стойкости сирийского народа, его права самостоятельно определять свое будущее и его способности восстановить то, что было разрушено. На протяжении десятилетия имя Сирии ассоциировалось с мраком войны, вынужденным переселением, бочковыми бомбами, химическим оружием, голодом, осадой и смертью. Когда сирийский народ в 2011 году восстал против режима Асада, мы не могли предположить, что наша революция пройдет через множество этапов, и что наш народ столкнется с крайними проявлениями человеческой жестокости в эпоху террора, развязанного прежним режимом. Это происходило на фоне почти полного отсутствия международной ответственности со стороны многих членов мирового сообщества, что привело сирийцев к условиям, которые никто не пожелает пережить. Однако Сирия — это не только болезненное прошлое. Это народ, который отказался исчезнуть и подчиниться тирании. Это народ, переживший все этапы революции, но продолжающий жить, обогащать общества, в которых он находится, изучать новые языки и навыки, прилагать все усилия, чтобы вытащить свою страну из тьмы, несмотря на удушающую хватку прежнего режима. Это народ, который сделал все возможное, чтобы выжить, несмотря на бездействие, равнодушие и предвзятые суждения мира, сохранив при этом свою человечность, несмотря на попытки некоторых сил лишить его этого. Франция была другом сирийского народа с самого начала благословенной сирийской революции. Она отказалась сотрудничать с режимом Асада и стала одной из первых европейских стран, изгнавших его дипломатические миссии после ужасающих массовых убийств, совершенных режимом. Франция была первой европейской страной, признавшей сирийскую политическую оппозицию. Она инвестировала в гуманитарные и политические усилия, а также в вопросы обеспечения ответственности в то время, когда мало кто это делал, чтобы боль сирийцев не была стерта или забыта. Мы высоко ценим это. Достаточно того, что такая страна, как Франция, обладающая историей формирования основ современной государственности, понимает и уважает право другой страны на государственность. Сегодня я обсудил с президентом Эммануэлем Макроном пути дальнейшего совместного прогресса между Сирией и Францией по вопросам, представляющим взаимный интерес. Как отметил господин президент в своем выступлении, мы рассматриваем перспективы сотрудничества в сферах безопасности, восстановления, развития, а также правосудия и ответственности. Безопасность Сирии — это ее стабильность, а стабильность Сирии — это стабильность всего региона и даже мира. Сирия столкнулась и продолжает сталкиваться с серьезными угрозами безопасности, и мы неустанно работаем над их преодолением. Безопасность сирийских граждан — наш наивысший приоритет, и мы подтвердили это президенту Макрону сегодня. Как никто не заботится о Франции больше, чем сами французы, так и в случае с Сирией. Мы понимаем, что этот период сложен, как и любой постреволюционный или послевоенный этап, когда необходимо подводить итоги, а в душе сирийцев переплетаются чувства печали, гнева, страха и надежды. Мы, как общество и как индивидуумы, пытаемся осознать конец 54-летнего, а в последние месяцы мы стали свидетелями трагических событий, спровоцированных вооруженными группами, связанными с остатками прежнего режима, которые стремятся посеять хаос и разжечь раздор, используя хрупкость ситуации. Некоторые вооруженные элементы воспользовались этим, чтобы распространять хаос, в то время как сети дезинформации усугубили ситуацию,
создавая واعتقلنا искаженные الخارجين عن нарративы, القانون وشكلنا наполненные لجنتين политическим الأولى насилием. للتحقيق في الحوادث С нашей стороны والثانية мы لاستعادة оперативно السلم приняли الأهلي меры для والتواصل مع урегулирования المجتمعات ситуации, المتضررة. задержали وقد أقر нарушителей مجلس حقوق закона الإنسان и التابع للأمم сформировали две المتحدة комиссии, بالإجماع одну для بجهودنا расследования وفتحنا инцидентов, الأبواب أمام لجنة другую для التحقيق الدولية восстановления التي أثنت гражданского على мира и تعاوننا الكامل معها. взаимодействия с كما пострадавшими ناقشنا التعاون сообществами. في مكافحة Совет по التنظيمات правам الإرهابية على человека الأراضي ООН السورية единогласно مع تقييم признал مساهمة наши فرنسا في усилия. هذا И الشأن мы открыли двери для والنظر Международной في комиссии أطر по جديدة للدعم расследованию, الدولي которая أن высоко مكافحة оценила الإرهاب наше مسؤولية полное عالمية. сотрудничество. Мы также обсудили сотрудничество в борьбе с وفيما يتعلق террористическими بتجارة البنتاغون организациями на غير сирийской المشروعة التي территории, فتك بها النظام оценив السوري في вклад المنطقة Франции в этом فقد вопросе и أظهرنا рассмотрев أننا شريك новые جاد في рамки مكافحة международной المخدرات поддержки. Борьба с كما أننا терроризмом– تعاوننا مع это منظمة حظر глобальная الأسلحة الكيميائية ответственность. Что والتي касается زارت سوريا незаконной عدة торговли مرات каптагоном, которая وقدرت شفافية процветала при تعاملنا прежнем сирийском وتيسيرنا режиме и لمهامها нанесла ущерб ويؤكد региону, التزامنا الكامل мы بمعالجة كل продемонстрировали, что أثر للسلاح являемся الذي كنا серьезным ضحاياه. партнером в борьбе с ناقشنا كذلك наркотиками. الاتفاق الجاري Мы مع сотрудничали قوات с سوريا Организацией по الديمقراطية запрещению مدركين أن химического فرنسا оружия, تتعاون которая معهم منذ فترة неоднократно في ملف посещала مكافحة Сирию и داعش высоко كما оценила تناولنا прозрачность قضية нашего المقاتلين الأجانب الفرنسيين في взаимодействия سوريا и содействия والخطوات ее التي миссии. التالية Это بهذا الصدد подтверждает нашу полную وتطرقنا приверженность إلى أمن حدودنا устранению всех وتهديدات последствий الإسرائيلية использования المستمرة оружия, حيث قصفت жертвами إسرائيل которого سوريا أكثر мы من 20 были. مرة Мы также обсудили خلال الأسبوع الماضي продолжающиеся فقط соглашения с ما أدى إلى демократическими مقتل 4 силами مدنيين Сирии, понимая, что وجرح Франция уже 6 давно آخرين تحت сотрудничает ذريعة с ними حماية в борьбе с الأقليات ИГИЛ. كما Мы затронули ناقشنا вопрос الوضع الحدودي французских مع لبنان иностранных боевиков в استمرار Сирии النقاشات и السابقة дальнейшие шаги وضمانا в этом لأعلى درجات направлении. الأمان Кроме وتفادي того, мы التصعيد обсудили هناك. безопасность наших سيادة границ الرئيس и السيدات والسادة продолжающиеся لقد израильские ورثنا угрозы. بنية Только за تحتية последнюю неделю مدمرة Израиль ومنهارة более في سوريا 20 раз وكثير бомбил منكم Сирию, رأى что مقاطع привело الفيديو к гибели لمواطنين سوريين 4 мирных عادوا إلى жителей и منازلهم لأول ранению مرة 6 منذ других أكثر من عقد под предлогом يجدوها защиты أطلالا меньшинств. ليست كل Мы الأماكن также سرابا обсудили لكن ситуацию на هناك границе بلدات с سرقت Ливаном, أصفح продолжая بيوتها предыдущие ومدن переговоры, بلا كهرباء чтобы обеспечить مخيمات высочайший تؤوي уровень مليوني безопасности سوري и избежать وسدود وجسور эскалации. بحاجة إلى إصلاح Господин президент, إعادة дамы и الإعمار господа, من мы أولوياتنا унаследовали القصوى. разрушенную نقوم и حاليا обрушившуюся بتقييم инфраструктуру в احتياجات كل Сирии. شبر من البلاد Многие из لضمان вас حصول видели كل مواطن على видеозаписи حياة сирийских كريمة граждан, وخدمات возвращающихся в свои أساسية дома ومكان впервые آمن за يعود более إليه чем بعد десятилетие и находящих 14 их в عاما من руинах. التهجير. Не все места разрушены, но есть города, بحثنا у مع которых الرئيس украдены ماكرون مساهمة крыши فرنسا домов, في جهود إعادة города без الإعمار. электричества, ندرك أن лагеря, التحديات جسيمة приютившие 2 миллиона فإعادة сирийцев, البناء ليست плотины и مجرد مسألة мосты, ميزانيات وإسمنت нуждающиеся в إنها ремонте. إعادة بناء الثقة Восстановление– наш ومواجهة главный الآثار النفسية приоритет. В العميقة настоящее время وضمان мы بأن لا оцениваем يحكم السوريون потребности مجددا каждого уголка بالخوف أو страны, الصمت чтобы обеспечить لا مكان каждому مستقبلا гражданину достойную للفتن жизнь, الطائفية базовые ولا услуги и للسماح безопасное بانتهاك место سيادتنا من для أطراف возвращения خارجية. после 14 лет مستقبل سوريا вынужденного لن переселения. يصاغ في Мы الغرف обсудили المغلقة с أو президентом يفرض من Макроном عواصم вклад بعيدة Франции بل سيبنى в في العلن усилия по بأيدي восстановлению. المعلمين Мы العائدين إلى понимаем, что صفوفهم вызовы огромны. والمزارعين الذين يفلحون Восстановление الأرض это не من только جديد вопрос бюджетов والصحفيين и цемента, والقضاة это والشباب восстановление الذين доверия, يناقشون преодоление ويعبرون عن глубоких آرائهم психологических بحرية травм и وشفافية. обеспечение شكرا того, لكم чтобы مجددا. сирийцы больше شكرا не لكم жили سيد в الرئيس. страхе или молчании. В будущем не будет места сектантским конфликтам или нарушениям нашего суверенитета со стороны внешних сил. Будущее Сирии не будет определяться в закрытых кабинетах или навязано из далеких столиц. Оно будет строиться открыто руками учителей, возвращающихся в свои классы, фермеров, вновь возделывающих землю, журналистов, судей и молодежи, которые свободно и прозрачно обсуждают свои идеи и выражают свои взгляды. Еще раз благодарю вас. Спасибо, господин президент.